Нить Ариадны. Тесей считался сыном афинского царя Эгея. Он родился и вырос в городе Трезине, родине его матери Эфры, которая была дочерью царя Петфея. До 16 лет воспитанием царевича занимался его дед. Внук был не только могуч, физически развит, но и умен, смел и отважен, высокий, стройный, с ясным взглядом светлых глаз. Он отличался редкой силой и храбростью. Когда царевич вырос, мать рассказала ему, что настоящим его отцом является бог морей Посейдон. Затем Эфра отправила сына в Афины, к Эгею, помогать престарелому отцу править городом. Тесей стал одним из самых известных героев Греции. По пути в Афины он совершил немало подвигов, убил великана Перифета, Прокруста, причинявшего страдания путникам, и грабителя Синида. Одолел Тесей и громадного марафонского быка, чудовище, которое вышло из моря, вытаптывало поля и пожирало все вокруг. Добравшись до Афин, Тесей увидел жителей в глубокой печали. Каждые 9 лет им приходилось отдавать дань. 7 юношей и 7 девушек отвозили на Крит в качестве жертвы для чудовища Минотавра с головой быка и туловищем человека. Минотавр жил во дворце царя Миноса. Это был не просто дворец, а настоящий лабиринт. Он был построен в Кноссе легендарным изобретателем Дедалом. Никто не мог найти выхода из Кносского лабиринта. Пришло время, и критяне приплыли за данью в 3-й раз. Теперь в числе юношей, обреченных на растерзание, оказался сам Тесей. Так пал жребий. Афиняне уже снарядили корабль, оснастили его в знак скорби черными парусами. Тесей был уверен в том, что сможет стать спасителем. Он задумал пробраться в лабиринт и убить кровожадное чудовище, освободить афинян от дани. Престарелый Эгей пытался отговорить царевича, но тот не слушал отца. Он совершил жертвоприношение и обещал вернуться с победой. В знак этого он пообещал отцу поставить на корабле белые паруса. Когда корабль прибыл на Крит, юношей и девушек отвели к царю Миносу. Среди юношей был и Тесей. Его заметила царская дочь Ариадна. А покровительница Тесея Афродита вызвала в сердце Ариадны сильную любовь, и она решила помочь Тесею. Ариадна не хотела, чтобы он погиб в лабиринте и был растерзан Минотавром. Но перед тем, как отправить молодых людей в лабиринт, царь Минос нанес оскорбление афинской девушке. Из-за нее пришлось вступиться Тесею. Царь Крита разгневался, и тогда Тесей заявил ему: «Ты гордишься своим происхождением от Зевса, но и я не сын простого смертного. Мой отец — великий бог морей Посейдон». Минос рассмеялся в ответ. Он кинул свой перстень в волны и крикнул царевичу: «Докажи! Достань мой перстень со дна!» Призвав своего отца Посейдона на помощь, Тесей бросился в море. Его не было долго. Все уже были уверены, что царевич погиб, но под водой бог Тритон доставил Тесея к Посейдону. Тот с радостью поприветствовал сына в своем подводном дворце и протянул ему перстень царя Миноса. Когда Тесей вынырнул из морской пучины, в руках он держал царский перстень. Так он доказал свое божественное происхождение
Теперь Тесею предстояло отправиться в лабиринт, чтобы убить Минотавра. Ариадна втайне от отца дала Тесею острый меч и клубок ниток. У входа в лабиринт Тесей привязал нить и, разматывая клубок, двинулся по запутанным переходам дворца. Вскоре он добрался до того места, где скрывался Минотавр. И тут чудовище бросилось на царевича. Но Тесей мечом отбил его атаку. И снова Минотавр, наклонив рогатую голову, пошел на него. Тогда Тесей не стал уклоняться. Левой рукой схватил чудовище за рога, а правой вогнал в него меч по самую рукоятку. Минотавр упал бездыханным. Тесей нашел юношей и девушек и по нити Ариадны вывел всех из лабиринта. Опасаясь царского гнева, Тесей решил незаметно уехать с острова. Он приказал прорубить днище у всех критских кораблей, взял с собой Ариадну и вместе с афинскими юношами и девушками вышел в море. Тесей решил сделать остановку на острове Наксос, чтобы отдохнуть. И там, во время сна, ему явился бог виноделия Дионис и сказал, что боги решили отдать Ариадну ему в жены. Тесей проснулся опечаленным, но он не мог противостоять воле богов. Пока Ариадна спала, Тесей отплыл на своем корабле. Девушка проснулась и обнаружила, что осталась одна. Но тут же явился Дионис со своей веселой свитой сатиров и минат. Он признался Ариадне в любви и взял ее в жены, даровав бессмертие. Дионис надел на голову девушки венец Фетиды, изготовленный самим Гефестом из огненного золота и красных индийских камней, вставленных в оправу, словно розы. Венец этот Дионис позднее вознес на небо, как созвездие Северная корона. Тем временем корабль Тесея уплывал все дальше. Вот только опечаленный утратой Ариадны царевич забыл поставить белые паруса, которые означали, что корабль возвращается с победой. Старый Эгей вглядывался в море и увидел знакомое судно, но на нем были черные паруса. Он решил, что сын его Тесей погиб. От горя старик бросился в море. С той поры его называют Эгейским.